На моем канале присутствует видео, где я рассказываю о других королевствах, но нет видео о самом главном КД, на котором я и записываю все свои видео и веду все свои стримы. Хочу представить вам мое королевство КД 3566. Сейчас данному КД уже больше 1 года, и с этим королевством я прошел все. Огонь, дым и медные трубы. Играю я в этом КД уже как год, и хочу в этом видео рассказать все, что я знаю про данное королевство. Рассказывать я буду следующим образом, поэтапно отвечая на вопросы. И первый вопрос это как я попал в это КД и в какой момент. Второй вопрос это сколько КВК я отыграл на этом КД и какие из них мне больше всего запомнились. Третий вопрос, как хорошо руководство руководит данным сервером. Четвертый вопрос, насколько активно данное королевство и как у него обстоят дела с донатной составляющей. Ну и последний, самый главный вопрос, могу ли я посоветовать данное КД к миграции. КД 3566 не было моим изначальным королевством. Изначально на первой КВК я находился в КД 3567, и оттуда уже начал свой путь. А КД 3566 было нашим союзником, и уже на тот момент я понял, что именно туда я и хочу попасть. Ведь данное КД на первом КВК отличалось своим более-менее хорошим активом по сравнению с моим КД и хорошим донатом. После отыгранного первого КВК, на котором, кстати, 66-й и забрали свою звезду, которая красуется у них и по сей день, в КД 3567 я не стал задерживаться, так как из-за одного неприятного инцидента мне захотелось покинуть данное КД, и лучшим вариантом для миграции было как раз-таки КД 3566. С горем пополам меня все же приняли в это КД, но только в топ-2 Альянс, и в нем я просидел почти весь период отдыха, вплоть до начала второго КВК. Но на середине самого КВК меня все-таки взяли в топ-1 Альянс, все-таки своим активом я смог убедить руководство о принятии меня и удержании в топ-1 Альянсе. Жалко только то, что второй КВК мы все же проиграли. Третья КВК не отличалась чем-то интересным, на нем мы зацикливаться не станем. КВК, как вы знаете, фермерская, и единственное, что я могу отметить, так это победу на этом КВК, но без звезды. Звезду забрали себе наши союзники. В момент перехода на 4 КВК, то есть в сезон завоеваний, я уже спокойно сидел в топ-1 Альянсе. КД, как мне кажется, именно в этот момент было на пике своих возможностей по активу, ведь данное КВК отличалось тем, что на нем мы встретились с королевством 35-35. Сейчас данная КД играет на очень высоком уровне, КВК с такими КД как 2377 и 1606. Кстати, в 2377 играет сам Чизгуль. И это было и очень круто, и с другой стороны очень больно. На КВК 3566 показывал просто нереально хороший актив, противостоя такому сопернику, как КД 3535. И что еще более интереснее, так это то, что данная КВК была выиграна, конечно, не без помощи наших союзников, но общими усилиями в Королевской земле мы смогли задавить 35-35. Вот это КВК я запомню точно надолго. И в общем счете получается, что с КД 3566 я отыграл 4 КВК. На данный момент нашим королем является Агац, но начиная с прошлого КВК к нам прилетел его друг Балено, и теперь они оба делят данный титул, что, как мне кажется, положительным образом сказывается на активе КД. Одна голова хорошо, а две, как говорится, лучше. В R4 составе имеется все 12 человек, и данные люди с лихвой выполняют свои обязательства по части организации каких-либо альянсовых ивентов, тот же самый Ковчег Осириса, Шелковый путь, мобилизация альянсов, с этим у них нет никаких проблем, все честь по чести. Король, а точнее короли, также активно влияет и взаимодействует с королевством, присылая письма по важным темам, как, например, составление списка МГЕ или включение всеразличных бафов, и за это я их ценю больше всего, ведь перед тем, как включить баф, они заранее осведомляют всех игроков, обычно это за день вперед, о том, когда, во сколько и какой баф будет включен, как говорится, приятное скрыто в мелочах.
Но вот что касается боевых действий и корректировок на поле боя, то тут, конечно, к руководству есть небольшие вопросики. Конечно, можно все списать на то, что руководство тоже должно играть, но бывали моменты, когда метка бал не убиралась с одного места очень долгое время, что не есть хорошо. Ну или бывало так, что метка бал вообще не ставилась, хотя было видно, что нужно собраться и дать бой противнику. И нет, с активом не так все плохо, как многие могут подумать. Но, возможно, лично для меня его не хватает для хорошей игры. Ведь вроде бы на первых порах открытия чего-либо, тех же самых четвертых проходов или Королевской земли, наш актив держится на достаточно хорошем уровне. Но вот что происходит дальше, это, конечно, просто тушите свет. Первые часы все хорошо, мы воюем, собираем шар, все отлично, но потом наш шар разбивают, и дальше происходит вот это. Кто куда, кто в лес, кто по дрова. И актив вроде бы и есть, но вроде бы его и нет. Метка шар нету, а значит и хорошей битвы тоже нету. Но справедливости ради хочу отметить то, что данная проблема не фиксируется в этом году на постоянной основе. Это скорее редкие и проскальзывающие случаи, за которые я цепляюсь и из-за чего делаю замечания по этому поводу. Что касательно доната, то он тут есть, 27 уровень подарка не даст соврать, но, конечно, не в самых огромных масштабах, но он все же присутствует, как минимум от 40 до 50 деревянных, каменных и железных сундуков закидывается, ну и золотые также, не так часто, но все-таки они присутствуют. И если говорить простыми словами, то давая оценку донату нашему КД, то я поставил бы 6,5 баллов из 10. Ну и последний, самый главный вопрос, могу ли я порекомендовать данное КД к миграции? И ответ будет неоднозначным, так как с одной стороны я могу сказать да, ведь данное КД неплохо для своего седа, а именно седа Б, ну а для тех, кто хочет намного больше войны, больше актива, так чтобы одна зона не заканчивалась за 4 часа, а длилась как минимум день, а то и два, то, конечно, данное КД вам не подходит. И что происходит у нас на данный момент в королевстве, вы можете видеть все своими глазами. Мощь наша достаточно сильно упала. Это из-за того, что с прошлого КВК мы выгнали очень много людей. Произошла чистка КД, ведь многие люди не выполнили ту норму, которую нужно было выполнить. И поэтому альянс сейчас у нас не полный, мощи мало, и мы ушли в ранг С. Но мы все еще как бы ждем мигрантов и будем надеяться, с их приходом мы снова поднимемся в ранг Б. Хотя мне король говорил, что мы и так в ранге Б сейчас находимся, но я не склонен доверять его словам. И поэтому ждем мигрантов и будем надеяться, что мы снова перейдем в ранг Б, потому что как бы в Цшке играть, ну, такое себе, конечно. Вот, поэтому сейчас альянс не полный. Я даже, вот даже я нахожусь сейчас на 61 уровне, 61 месте, точнее, извиняюсь, на 61 позиции по уровню мощи, хотя в бэшке я должен быть как минимум на 100-й позиции, потому что я смотрел другие королевства, и там я находился на примерно 100-й позиции, если это бэшка или ашка. Ну, если ашка, то намного ниже. Поэтому ждем, будем ждать, ожидать мигрантов. Король сказал, что мы вообще целимся в Вашку, то, что из-за того, что мы сейчас находимся уже в Бэшке, мы будем целиться в Вашку. Но, как вы видите все сами, мы сейчас точно не Бэшка, мы Цешка, наверное, и будем стараться вернуться снова в Бэшку. И вот я хотел также продемонстрировать вам один интересный сайтик, где вы можете посмотреть, на каком ранге находится ваше КД. Для этого вам нужно нажать на доску объявлений, и вот посередине данная стрелочка. И вот мы с вами перешли вот на такой сайт от самого издательства ROG, от Лилит, точнее, как правильно сказать. Вот, в общем, официальный сайт Rise of Kingdoms, где вы можете как раз-таки посмотреть информацию о королевстве. Давайте же нажмем на это. Сайт немножечко
не открывается, но это надо просто перезапустить. Возможно, у вас такой проблемы не будет. В общем, неважно. И здесь, как мы видим, находятся все КД, ну, точнее, топ-300 по мощи. И вы здесь уже можете смотреть, в какое КД вам хочется мигрировать. Да, это все как бы написано, что пока бета-тестирование, но как бы я склонен доверять данному сайту, потому что пусть даже это и бета-тест, как там было написано, но все-таки данные, скорее всего, здесь, ну, точно не фальшивые. Поэтому здесь вы можете посмотреть ранг своего королевства. Я забью свое КД 35-66 и видим, что КД сейчас, ну, не в самом лучшем состоянии, можем сказать так, да, будем реалистами. КД находится по рейтингу мощи в 821 позиции, и вроде бы как бы все хорошо по технологиям А, по активности Б, по убийствам королевства Ашка, смерть в королевстве Бшка, да, и проседают вот как раз-таки два важных пункта, это развитие и мощь. Скорее всего, мне кажется, что развитие это и имеет в виду ранг королевства, да, общий, на каком сейчас мы находимся ранге. Вот, как я уже сказал, мы Цшка, точно не Бшка. По мощи, вот как раз-таки мы очень сильно проседаем. Если вот вернуться в игру Rise of Kingdoms, то видим, что в Альянсе сейчас не, ну, не полный Альянс, и мощи, соответственно, очень и очень мало для Бшки. А вот для Цшки, конечно, это вот подходящая мощь. И поэтому ждем, будем ждать, надеяться, что прилетят мигранты, еще одни, как мне сказал король, мы их ожидаем, прыгунов, и уже заполним альянс, и тогда уже будем смотреть, на какой ранг мы сможем встать. Вернемся ли мы в Бшку, или, как нам сказал король, мы вообще метим там Вашку. Ну, это еще надо будет, как говорится, поживем увидим. Поэтому, ребят, сайт полезный, я вам показал, как на него заходить, еще раз показываю. Доска объявлений посередине, и вот вы переходите на этот сайт. Обзор данных, информация о королевстве, и все. Как бы пока что только два этих параметра, но я думаю, для вас это как бы, ну, это уже много. Информация о королевстве и обзор данных. Это очень и очень полезные вещи. По итогу, что можно сказать? Как бы у нашего КД есть все, и все сделано хорошо. Есть руководство грамотное, которое 24/7 с нами общается и руководит, корректирует все действия по части ивентов и так далее, как я уже сказал выше, да. Но нет самого главного, а именно хороших бойцов для нашего КД. Это вот единственная проблема, которую как бы возможно решить, да, через хорошо отыгранное следующее КВК, через рекламу, через так далее и тому подобное, чем я сейчас и занимаюсь, как говорится, да, через данное видео рекламирую свой КД. Но как бы не призываю вас, чтобы мигрировать в это КДшко, сами вы должны это понимать, просто обзор своего королевства, возможно, кого-то это и зацепит, и захочет мигрировать в данное КД, потому что в действительности реально здесь руководство, ну, очень, очень живое, то есть письма приходят практически, ну, 24/7 точно, то есть всякие коды, там еще что-нибудь, мотивационные речи, вот, да, все оформлено хорошо, там шелковый путь, пишут время, пишут место и так далее. То есть все, как я уже сказал, честь по чести, все сделано отлично, всякие метки ставят, золото, там карьеры, ралли, все это фиксируют, смотрят за этим. То есть руководство действительно занимается королевством, и лишь одного им не хватает. Это хороших бойцов для того, чтобы играть хорошее КВК. Потому что раз за разом я замечаю этот недуг, ну, этот факт, то, что руководство делает все, что от них требуется, а ответа на эти старания не присутствует от наших игроков на КВК. Есть актив, но как будто бы, знаете, вот чего-то действительно не хватает. Поэтому бойцы нашему КД действительно нужны. Также хотел отметить то, что у нашего КД есть свой Discord сервер, я его вам сейчас покажу, и как мне кажется, это тоже один из факторов действительно активного королевства, ну, активного руководства в этом КД,
потому что как мне кажется, не во всех даже ашках есть свой Discord сервер. Ну, вы просто посмотрите, как он выполнен и что на нем есть. То есть практически все, что нужно, тут есть. На некоторые из этих каналов я даже не захожу, потому что я просто не знаю, для чего они созданы. Здесь все на английском, но как бы все стилизовано и заполнено абсолютно везде и всем. Таланты здесь какие-то, плюс калькулятор, вопросы тут задают игроки, потом пилоты тоже присутствуют здесь, ресурсы, я не знаю, тут либо продают, либо хвастаются, то, что у них столько ресурсов. Бар есть, ну, то есть разговорный чат, Total пред КВК, то есть даже пред КВК здесь также все фиксируется, каждый игрок скидывает свои накопленные баллы, это все руководство смотрит, за этим всем следит. Мародеры, мемы, фаны, что-то еще, гифки, коды, здесь ребята общаются. Ну, для меня самый главный канал это анонсы, то есть пишет что, когда будет. Вот Skill Round нам писали, что шелковый путь проходит, и еще скидывали нам письмо, я вам его показывал, да, то есть за этим руководство действительно следит и за этим парится, действительно. Вот скинули письмо не только значит, в игре, но еще и в Discord сервере также это все дело скопировали. Пишут, когда начнется там ковчег Осириса или будет включен баф. КВК скидывают также, вот еще я вам хотел показать, я не знаю, зайдется мне, не зайдется. Руководство еще также, нет, не зашлось, там уже все пропало, но в общем скидывают ссылку на, получается, подсчитывают все итоги каждого игрока, кто сколько сделал за КВК и процентное соотношение. То есть это тоже здесь присутствует, так что это, блин, ну реально очень круто. Все остальные как бы каналы я вам покажу. Ну, я честно скажу, не знаю, для чего это нужно. Ну, verification, это понятное дело, тут надо подтвердить свой аккаунт. А все остальное как бы мне пока еще неизведано, потому что я туда не захожу. Для меня, как я уже сказал, самое главное это анонсы, КВК и вроде бы и все. Вот. Ну а по части, по всему остальному сделано все просто шикарно. Ну а на этом данный видеоролик я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, пишите, как вам данное КД. А мы с вами увидимся уже в следующем видео.